Всем привет! В этом видео я объединил два сюжета молочных. Первая часть – это домашний сыр, он же творог. Я купил в Ашане. Вот это не стал покупать, молоко пастеризованное. Но оно хорошее. Выбрал вот это, отборное. Цена умеренная за литр. И 2 пачки молока купил и 1 кефир. В общем-то, делаю сыр, я уже неоднократно делал, несколько сюжетов у меня есть. Сначала наливаю молоко в алюминиевую кастрюлю. И как-то выясняется, что это не молоко. На вкус это ряженка или простокваша. Сначала я подумал, что это производитель ошибся, упаковав кисломолочный продукт в эту упаковку молочную. Но потом, прикинув, я понял, что я не выдержал температуру хранения. Температура была градусов 6. И дней 5 простояло это молоко, а производитель указывает 4 градуса. То есть я сам виноват. Ничего страшного. В доме было еще молоко. Я беру 2 упаковки другого молока. Нормальная жирность, 3,2. Кефир вот так вот венчиком разбиваю, чтобы не было сгустков. Молоко греется. Тут меньше 2 литров в ашановских упаковках. Литровые. Добавляю кефир, когда молоко уже нагрелось, появилась пенка. Размешиваю. То, что там сквасилось молоко, ничего страшного нет. Получилось очень приличная простокваша. Просто ее получилось многовато. Ничего страшного. Выпил с удовольствием, за несколько дней, 2 или 3, может даже 4. Итак, молоко продолжает греться, кастрюля алюминиевая, либо стальная. Эмалированную не берите, все прилипнет. Видите, молоко начинает створаживаться, и появились сгустки отчетливо видные. Это, собственно, это уже и есть творог. Смотрите, тут такой момент. Если посолить содержимое сейчас и даже добавить какие-то травки, то можно получить сыр. Во многих странах и языках определения творог нет вовсе. Это сразу называют, скажем, в Украине называют сир. А в англоязычных странах cottage cheese. То есть, это уже считается сыром. На самом деле, вопрос терминологии. Да, это сейчас творог. В данный момент проложил марлю 2 слоя через дуршлаг. И, пробую, я знаю, что это, в принципе, уже творог высокой влажности. Очень вкусный уже. Как изменить влажность, сделать его более сухим? Вот так вот подвесить в марлю. И подержать какое-то время. От часу до 3 обычно. Я подвесил, у меня получилось так, что уехал из дома и через 4 часа только лишь вернулся к этой теме. Вот так вот я делаю то, что потом можно назвать сыром. То есть под гнетом держу, и влага уходит, и остается ее немного, и получается достаточно твердая субстанция. Ее можно сделать с разными наполнениями. Например, я сделал с куркумой. Получился интересный сыр. А текстуру, вы видите, какой он. А добавил тимьян. Естественно, соленая масса. И получаются молодые сыры. Творожный сыр, молодой сыр, рассольный сыр. Это часто разные названия одного и того же продукта. Так вот, к своему творогу я вернулся, как уже сказал, через 4 часа. Но меня не было дома. И он стал довольно крепким таким куском, и скорее это уже сыр, чем творог. Но я не добавлял соли, мне нужен творог.
Я взвесил, получилось 400 граммов. Стоимость оказалась около 400 рублей за килограмм. Ну, на самом деле, примерно такая же цена, как в супермаркете. Может быть, даже несколько более высокая. Но творог получился вкуснейший, просто идеальный. Мне нужен творог, поэтому я его размял вилкой. Ну и буду использовать как творог. Собственно, на завтрак есть с удовольствием. Ну, теперь плавно перехожу ко второму сюжету. Это томленые сгущенные сливки, такие, которые можно мазать на хлеб. Я делаю сгущенные сливки. Ну, чтобы были густотой примерно как сливочное масло. И это будет очень вкусно. Пол-литра сливок жирных 33%. Ну, на них пишут для взбивания обычно. Но их не просто выдавить из этой тубы, из этой упаковки. Поэтому, чтобы достать почти все сливки, надо разрезать эту упаковку и достать. Иначе 15% останется там. Ну, я и разрезал. Они, видите, разной густоты. Есть текучие фракции, а есть густые, которые уже совершенно никуда не текут. Поэтому надо смешать. И я добавляю стакан молока, ну, можно полстакана. Лучше жирного. Пару щепоток соли. Смешиваю. Лучше это делать венчиком, конечно. Можно даже блендером. Теперь надо выпаривать в духовке на очень низкой температуре. И налить, естественно, в какую-то форму. Вот я использую вот такую форму. Тут такой момент. Чем больше площадь формы, тем быстрее этот процесс произойдет. Так что я могу сказать, что я выбрал не особо удачно. У меня длился процесс около 5 часов. Ну, это не было страшно. Я ж не стоял там около духовки. И к тому же у меня газовая духовка, а газовых счетчиков, как известно, нету. Вот это через 1,5 часа все прогрелось и испаряется, и пенка образуется на поверхности. Ну, это само собой. А какая температура? Температура в духовке минимальная. Я даже не знаю, сколько она у меня, потому что там стерлись цифры. Вот это примерно через 3 часа. Но могу сказать, что в духовке приблизительно 80 градусов. А температура такая, чтобы вот если этой формы вы касаетесь, она в духовке, то у вас нет ожога, ну, секунды 3 можете держать ее, не обжигаясь, а потом хочется руку убрать. Если минимальная температура все равно слишком высокая в духовке, надо чуть-чуть приоткрыть дверцу духовки. И вот таким образом можно регулировать температуру. С приоткрытой дверцей я сушу часто, могу фрукты подсушить. Вот это вот конечный продукт, который у меня получился. Нет смысла больше выпаривать, там почти нет влаги. Я пробую, очень интересно. Выглядит вот так вот. Если температура будет пониже, то вот этой колеровки не произойдет. Но это не имеет большого значения. Выглядит, ну, примерно как, ну, не знаю, как хорошо выглядит. Как будто сырная корочка заколеровалась. А текстура тоже, вы видите, вот такая. И не совсем однородная. Нужна ли однородная? Ну, если нужна, можно вилкой сделать ее более-менее однородной. Но мне не нужна. Мне главное, насколько это будет вкусно. А вкусно это будет намного. Уже оказалось намного. Я остудил все это дело, прикрыв, ночью на балконе держал, и в холодильнике можно остудить. Ну и пробую. Довольно густая консистенция. Но не как у сливочного масла, а несколько менее густая, но очень вкусная. Я даже не знаю, с чем сопоставить. Это чистый сливочный вкус, понимаете? Но не сливочное масло.
Очень вкусно, очень напоминает каймак, который, в принципе, по той же технологии делают в Центральной Азии, ну и в других регионах мира. Жирная и очень вкусная еда. Ну, на завтрак очень хорошо. Попробуйте, возьмите форму побольше площадью, и у вас приготовится быстрее. Приятного аппетита! Пока!